Привет! Сегодня мы будем создавать новогоднюю игрушку-сюрпризницу. Для этого нам понадобится шар, который открывается. Меня зовут Алевтина, и вы на канале Думай Тонко. Конкретно эти я даже не знаю, откуда они у меня появились, но точно знаю, что есть такие же шары из-под чая, но они чуть-чуть меньшего размера. Для начала наждачной бумагой убираю верхний слой краски. Это для того, чтобы хорошо держались последующие слои и проще было нарисовать на нем рисунок. Открываю детский атлас и схематично перерисовываю все материки. Этот шарик превратится в земной шар. Нарисовав одно полушарие, приступаю к другому. Но позже, когда игрушка была уже почти готова, я заметила, что, к сожалению, забыла нарисовать Гренландию. Если среди зрителей есть гренландцы, то, надеюсь, вы меня простите. Вокруг земного шара будут крутиться Солнце и Луна. Осью для них будет служить вязальная спица. Для того, чтобы она прошла насквозь земного шара, делаю отверстие гвоздем. Идея у меня такая: по земному шару едет машина и развозит подарки. В этой машине сидит либо Дед Мороз, или Санта-Клаус, либо еще какой-то волшебный персонаж. Для его крепления сделаю два отверстия. В дальнейшем использую эпоксилин. Это двухкомпонентный клей в виде пластилина. Он очень подходит в данном случае. Отрезаю небольшой кусок и хорошенько его разминаю в руках. Этой массой закрепляю спицу с внутренней стороны. Далее из нее пролепливаю все материки и континенты. Как только смешала компоненты эпоксилина, консистенция получается очень липкая, но немножко погодя она становится очень пластичной. Таким образом, отрезая небольшие кусочки, постепенно заклеиваю всю сушу земли. Неровность поверхности делаю обратной стороной кисточки. Можно, не торопясь, взять атлас и хорошенько пролепить все горы, равнины и пустыни. Но мне захотелось сделать более упрощенную форму. Когда все материки готовы, приступаю к лепке Солнца и Луны. Здесь самое главное не торопиться. Когда эпоксилин застывает, он становится твердый практически как камень. Водную гладь имитирую при помощи прозрачного эпоксидного клея. Он также двухкомпонентный. Этот клей смешивают один к одному. На пластиковую поверхность выдавливаю одинаковое количество составов. Хорошенько его перемешиваю и наношу на водную гладь. Стараюсь хорошенько залить его в щели между водной гладью и сушей. Тогда получится очень плавный переход. Таким образом, постепенно наношу на всю поверхность. Когда эпоксидка начнет немного схватываться, палочкой провожу круговыми движениями, чтобы сделать имитацию волн. Здесь главное не стараться сделать сразу всю поверхность. Лучше, не торопясь, залить небольшие участки. Также выравниваю эпоксидным клеем Солнце и Луну. Благодаря этому они становятся более гладкие, ровные и выпуклые. Наношу сначала на одну сторону, жду, когда клей схватится, и приступаю к другой стороне. Как эпоксидка полностью высохнет, приступаю к окрашиванию. Равномерным слоем наношу акриловый лак на материки. Важно не торопиться и не покрывать все сразу, а лучше переходить от одного материка к другому. Когда лак немного подсохнет, но будет достаточно липкий, наношу бронзовую пудру. Втираю ее в лак. Континент становится золотым. Если какие-то участки не прокрасились, то можно заново нанести лак, опять подождать, когда он немножко подсохнет, и снова нанести бронзу. После кисти пальцем стараюсь хорошенько втереть пудру. Также не забываю про солнышко, золочу с двух сторон.
Спустя время, когда лак хорошо просох, лишнюю бронзу снимаю сухим ватным диском. Таким образом обозначилась суша. Водную гладь сделаю серебряной втиркой, которую можно приобрести в фикс прайсе либо в магазине товаров для маникюра. Принцип работы точно такой же. Покрываю лаком, жду, когда лак немного схватится, и наношу серебряную втирку. Если серебряный порошок хорошенько втереть пальцем, то получится почти зеркальная поверхность. Таким образом, постепенно покрываю все оставшиеся участки, включая Антарктиду и Северный полюс. Все лишнее стираю сухой тряпкой, и получаются вот такие замечательные детали. Но на этом я не останавливаюсь, иду дальше. Смешиваю два оттенка акриловой краски. Но когда начала красить, поняла, что цвет достаточно светлый. А мне хочется сделать водную гладь насыщенно синим, глубоким. Еще из-за акрила практически пропадает весь блеск. Я решила остановиться на витражной краске, используя идею ветра. Но в магазине для творчества можно купить любую витражную краску синего цвета. Витражная краска прозрачная и насыщенная. Благодаря прозрачности виден блеск. Таким образом появляется глубина. Оживляю континенты. Смешиваю акриловую краску в нужный оттенок зеленого. От губки для посуды отрезаю небольшой кусок и штампующими движениями прохожу по зеленым участкам континентов. Так как текстура губки для посуды очень рыхлая, то получается очень подходящий эффект неровности, как будто вид сверху на настоящие леса. Белой краской имитирую снег, наношу ее на Северный полюс, Арктику и заснеженные участки земли. И немножко захватываю водную гладь. Когда акриловая краска высохнет, покрываю все материки глянцевым лаком. Таким образом становится однородная гладкая фактура шара. Ну что, планета Земля у нас готова? Получается вот такая игрушка. Но все-таки хочется, чтобы кто-то вез подарки. Специально для этого в фикс прайсе купила паровозик, но он мне не подошел. У сына взяла машинки, чтобы их перекрасить и сделать так, чтобы она везла елку и подарки. Но меня это как-то тоже не очень устроило. Искала во всех магазинах маленького Деда Мороза, но не нашла подходящего. Поэтому как-то из вечеров я сделала вот такого ватного Дедушку Мороза. Закрепляю его при помощи проволоки. Хорошенько ее натягиваю, чтобы Дед Мороз крепко стоял на своих ногах. И закручиваю проволоку. Можно сказать, что игрушка готова, но напоследок решила поменять веревочку. Дед Мороз несет свой большой тяжелый мешок по земному шару и разносит подарки. Эта игрушка будет прекрасным подарком-сюрпризом для родных и близких, ведь вовнутрь можно положить конфеты, маленькие подарки или записки с пожеланиями. На этом я с вами прощаюсь, пока!